house in New Orleans. They call the rising sun. Наш бессознательный гормональный фон знают, что делают. То они дают нам энергию, то не дают. Сегодня, например, я отлично позанимался йогой, а вчера я вообще йогой заниматься не мог. Хотя, казалось бы, дни одинаковый, режим такой же. Но вот этот один утренний час, я сегодня встал на час раньше, в 7, а не в 8. Это большое значение имеет, конечно. В России я никогда не смотрю телевизор, это понятно, но там утренние новости. И вы знаете, что они, те трое ведущих, вот с такими вот белоснежными улыбками, у меня такая не получается, я же, из России. Они позитивные, они ржут просто. Я захожу в помещение, а там по телевизору ведущие просто ржут в камеру, ржач просто, они смеются над чем-то. Вот это позитивное утро. Ну и прогноз погоды. Погода великолепная, ветер нулевой, очень уже с утра тепло, влажно, ясно. Самая там тревожная новость, что какой-то самолет совершил вынужденную посадку из-за механической проблемы. Вот такое вот утро по телевизору. Вот это заряд, конечно, позитива, да. Очень влажное, ветер нулевой, солнечно. Здесь вот каждое утро я ищу свои посылки. Вытащим из моего двигателя старые детали. Когда новые придут, я уже сам их поставлю на место. Сальники я меняю, в коробке сзади. Вынимаем мы сейчас вот эту железную часть. Она, конечно, проржавела и ни хрена не вынимается. В некоторой степени это момент истины. Очередной момент истины. У меня каждый день момент истины, поедет, не поедет. Механик поехал за вайс-гриппом, потому что отверткой такой-то матерью вынуть не получается. Ой, нихуя себе, блядь. То есть это износилось, это разбило, а ту выдавило, потому что уже вот там уже подшипник, все. Вот эту вот резинку поставь обратно. Вытри ее насухо. Без этой, да? Без этого все. Так, вот это все промыть. Вот это вот промыть очень хорошо. Тряпочками, хуяпочками. По-моему, вот это вот сюрфейс от резины. Не наждачь. Ржавчина, восстановителем вот эту хуйню всю. Только край, нет. Только край вот этот. Да. Но красить ее нельзя. Эта штука не красится. Гайку можешь покрасить. А это кто захуярил? А вот это кто захуярил? Напильничком. Аккуратненько, я не трогал. Аккуратненько, чтобы не было вот это, потому что здесь ты одеваешь сальник. Да. И вот это вот может тебе сальник затянуть, повредить. Вот это зазубрено, должна быть идеальная чистая поверхность. Больше. А эту? Первая это идет. Первая вот это. Первая вот это. Вот это первая. Да. Ну ты, блядь, у тебя чертежи есть. Там это стоит сзади. В смысле? Ну по чертежу. Или я гоню. Гонишь ты, не может это сзади. 150-й пончик. Да я пошутил. Я юмора не понял. Сейчас ну как это, что там это, 150-й пончик. Гидропончик, что ли? 150, ну водка и пончик, блядь, ну это же ты кончик, блядь. Есть над чем работать, ошибки есть в обороне, блядь. Будем надеяться, что улучшим свою игру, блядь. Очень люблю этот диван. Может мне тут и теперь спать? Но правда у меня рядом я двигатель. Сегодня воскресенье и у меня много мелких приятных дел еще, забот. Quarter pounder, картошка средняя. Напиток стоит 8,50. 8,50 это, наверное, худшее по соотношению цена-качество приобретения. Chicken biscuit, как бы в песочном тесте. Всего за $1, а не за, 10. Тема продуктов. Посмотрите, какая мраморная. И по цене обычной говядины $5 за фунт. Мои любимые фрукты, нарезанные дыни, 3,98 за фунт. Будут у меня обеды на 10 дней. Блин, реально в этой Марине что-то сложно даже найти с кем пообщаться. Во-первых, всем 67+, во-вторых, вон они сидят, канадцы, и все базарят по-французски. Вот этот кусок готовлю себе на несколько дней. Ну вот из этого здоровенного куска мяса и кастрюли гречки получилось 6 вот таких вот пакетиков. Я сейчас упаковываю последний 6-й в зиплоке с обедами, которые я заморожу. Каждый день без проблем здоровый обед. Мясо получилось отменное. Почистил, вычистил, все отлично. Теперь начинаю использовать кухню на лодке, камбус. Блин, друзья, это просто какой-то бред. Все началось с того, что при снятии коммуникации с двигателя я сорвал. Вот он, сломанный верхний болт. Это нормально. Ржавый болт бывает. Еще и погнулся, то есть на него нереально что-либо накрутить. То есть соленоид надо менять. Вот мотор, вот на нем стартер. Вот здесь вот был установлен соленоид. Снял соленоид. При его съеме оторвал вот эту вот резинку. Далее, вот с такой вот штукой соленоидов
я найти в продаже в Напе не смог. Если в продаже такого не найдется, тогда мне придется купить новый стартер. Стартер на eBay стоит $120. С eBay его можно долго ждать. В магазине может стоить $300. Все из-за маленького ржавого болта, который сломался. Вот такой вот яхтинг. А вот мне посылка пришла. I'm making a video about package that I was expecting for a long time. Да-да-да, очередной момент истины. У меня каждый день момент истины. Набор импеллера. И вот они, резиночки. Сальники трансмиссии. Прокладочка для выхлопной трубы. Все, отлично, это именно то, что я ждал. Эту штуку сделать у меня есть только один вариант. Самому. Или сделаю, или ничего никуда не поедет. Вкладываю вот так вот резиновое кольцо одно в другое. Оп. И все. И вот оно на месте. Выглядит вот так. Может, вот так вот надо его ставить? Короче, я решил сдаться и пойти к местным мастерам, которые по $100 в час чаржат. И там ля-ля-ля, слово за слово, приятные люди, все друг другу могут помочь. Мне оформили наряд заказ, но тем не менее через неделю они только освободятся. Но в принципе могут и подсказать, подойти, если я смогу сделать сам, они мне скажут. Короче, сказали, это сальник сначала устанавливается, это пыльник, dust ring. Господи, одного слова было достаточно, чтобы понять, что к чему. Пыльник идет за сальником, все. Ask your mama, tell a joke about your mama. Ну все, загнал. Назад дороги ему нет. И мне тоже. Ну, я сделал все для того, чтобы ее решить. Все, теперь как бы, на этом, как говорится, наши полномочия все заканчиваются. В этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия все. Я в закусочной Five Guys решил найти лучшую бургерную в Стюарте и по отзывам на TripAdvisor приехал сюда. Короче, милкшейк $5, бургер, чизбургер $7 и картошка $5. Итого 17. Очень высокий чек. Вот в таком вот пакете. Насыпано просто сверху картошка и бургер в фольге находится. Ну что ж, затестим. В бургере Фи, конечно, было интереснее. Там за $10 я получал целый набор. И картошка была, похожа. Очень вкусная, натуральная картошка. Короче, класс. Five Guys. Там работает 5 на открытой кухне. Да, он просто здоровенный. В общем, это все такого размера, что бургер двойной, естественно, с котлетой по умолчанию двойной. И картошки столько, что можно было, в принципе, вообще не брать. В общем, это все на двоих. Вот, зашел в отличный гитар-центр, купил вот струны. Сначала рука потянулась к струнам за $6, но они оказались там вообще неподходящими. Для моей гитары мне посоветовали вот эти вот струны за $15. Посмотрим, они довольно толстые. И мне сказали, если не подойдут, приносите, поменяем на вот более легкие. И да, я с радостью. Обмены — это только приятный повод еще раз заглянуть к приятным людям. Did you get him here? Oh, yeah. I love him. Вот этот болт у меня и был сломан. Каким и ты был, таким остался. Зачем я повстречала тебя на жизненном пути? Решил тут полетать на коптере. Сегодня в Индиантауне в жаркий полдень, перерыв. А это, оказывается, no-fly zone. Cannot take off in no-fly zone. Вот так вот. Причем огромная зона, где запрещены полеты. И здесь вот где-то там ее край, через милю или две. Воскресным вечером спонтанно решил метнуться на озеро Окечоби. Хоть посмотреть на него, что это такое. Это внутреннее озеро во Флориде, довольно большое. И вот мы видим, не знаю, озеро Неро, Неро маленькое. Озеро Селигер. Селигер такое
разветвленное, а это там круглое. Берега у него ракушечные. Ракушечное озеро Оккичоби. Это индейское название. Все такие индейские. Уаккамо, Чероки, Локсахачи, River или Оккичоби Лейк. Вот эти буйки — это выход из шлюза, то есть в это озеро можно спокойно выйти нам на лодке, я мог бы через него пойти, но в эту сторону нам не нужно просто. Это в сторону Мексиканского залива здесь. Озеро является частью, собственно, водного пути через Флориду поперек в Мексиканский залив, туда в сторону Техаса. Ну, тут 4 шлюза проходить, и вообще я собрался вроде в Северную Каролину. Черная вода. Так себе, честно говоря. Вода в озере Оккичоби просто какая-то черная. Я закончил разговаривать с этими ребятами. Глубина этого озера в среднем 6 футов, то есть 2 метра. Канал, который обозначен буйками, он прорыт. Когда штормит, хотя бы даже чуть-чуть поднимается какой-то шторм, то здесь становится очень худо. Можно даже просто удариться об дно в нижней части волны, удариться, просто приземлиться. Ну, говорят, несколько человек оттуда не возвращаются, когда не вернулись, когда выехали на рыбалку. А еще они сказали, что тут не очень хорошее место в плане того, что аллигаторы и змеи. Я говорю, да ладно, в смысле аллигаторы? Ну вот прям вот так вот, что ли? Аллигаторы же кусты любят, наверное. Он говорит, я сегодня одного аллигатора видел. То есть эти аллигаторы, они типа повсюду. Везде, где во Флориде есть вода, есть аллигаторы. У меня в динге, в надувной лодке, пол тоже надувной, а без пола туда нельзя становиться. Без пола и динги нету. Пол меня надувной, и пол травит, поэтому нужно пойти склеить пол. Я пойду клеить пол. Это надувной пол из динги. Называется Air Deck. Штука легкая, приятная и гораздо лучше, чем какие-либо деревянные полы съемные. Но, к сожалению, он травит. На углу, вот здесь. И как на углу заклеить, я не представляю, потому что это гораздо сложнее. Но я вчера проклеил сам шов, но он все равно травит. Точно. Можно его оторвать, зачистить и заклеить по новой. Потому что заплатку на полукруглую поверхность положить без складок нереально. Третья попытка склеить вот этот вот надувной пол на шве, на изгибе в сложном месте закончилась вот таким вот проектом. Не пытаюсь сохранить сейчас его форму в надутом виде, просто потому что это было все безуспешно. И использовал для этого дешманский однокомпонентный клей, который называется цемент. Одна из последних надежд склеить мой надувной пол, не вкладывая в это бюджет, как стоит сам весь надувной пол, а стоит он минимум $250. Вот этот вот клей. Универсальный секундный клей-момент, супер, не гель, просто нанести, прижать и все. Ну да, он тупо застыл в тюбике. Эксперименты продолжаются. Вот такой мне посоветовали Flexible Adhesive, то есть, возможно, он будет достаточно гибким, чтобы при надувании не разорваться. Ну что ж, этот клей сработал вроде. Только что накачал, хотя бы не разорвалось прямо сейчас. ПВХ-цемент отстой. Loctite для зонтиков и дождевиков Forever. Он, по-моему, чуть-чуть подрастворил ПВХ-материал, и это хорошо сказалось на адгезии. А еще он flexible, то есть он получается не жесткий, не трескающийся, а немножко эластичный. Ну, сейчас чистил трюм, почистил стены, провода, вот здесь вот левую часть, решил помыть фильтр, открыл фильтр, прокладка сломалась, еле-еле поставил на место, но вот теперь мне нужен вот такой вот water filter, разобранный трюм. Электрическая помпа стояла здесь, ручная рядом, шланг я ручной убрал. Это все мне нужно вычистить сегодня, завтра утром придут подушки на двигатель, пора будет ставить двигатель, эй-эй-эй, вот он стоит. Работаю в трюме. Хочу выгрести сегодня отсюда вот это вот многолетнее масло с мусором, с каким-то мусором. Вот здесь вот все было черное, стало белое. И вот здесь вот у меня все черное и будет белое. И так далее. Вычистил все, масло снято механическим образом. Вот стою такой, думаю, вроде еще не чисто. Может быть, как-нибудь все-таки это порошком, горячей водой. Это перфекционизм. И как только я сказал себе, долой его, все, нахрен, иди работай. Сразу же тело такое, раз, энергию приобрело, и к следующему делу. Мне там шланги нужно к трюмным помпам провести. Все. Никакого перфекционизма, нахрен. И вот что мне приехало. Металлические пластины. Пластины из Швеции. $40 каждая. Я ожидал-то вот такую штуку. Еще несколько сотен долларов на стоянку, пока буду ждать. Пластины. Смотрим. Rubber element. Резинка. Резинка мне была нужна. Вот вообще дичь какая-то. Путаница.
Здесь есть центральный болт. И если я их смогу все открутить благополучно, тогда мне нужно отправить обратно пластины, которые здесь пришли. Вот те вот. Шестигранничек вот такой небольшой, слабый. Но я буду использовать вот эту трубу. Этот большой, скажем. Подушки разбирать, конечно, да. Опа, вот это пошла. Ну-ка, пошла. Иду на тиски. Если откручу вот этот шестигранный болт, сэкономлю 200 баксов. Если откручу вот эти шпильки, еще, наверное, 100. Вот плюс $50. Вот. Еще $50 плюс. Эх. По этому полтинничку надо постучать. Может, там диффундировал металл в металл за 40 лет. Удастся ли мне найти такие, прикрутить резинки к пластинам этими болтами. Короче, это просто нереальный зашквар. Это уже начинает границы все переходить. Но этих болтов нету вообще в каталоге. Чем мне к чему прикручивать? Последнюю попытку просто подошел вот так вот, взял, здесь стронулся. С последний момент уже. Вот такие вот фрустрации победы. Вот так выглядит резьба, которая была нам 40 лет. Все, $200 сэкономлено. Два последних вышли проще. Вот так вот у меня это выглядит. Казалось бы, простая вещь. Подушка для двигателя. А сколько нюансов. Оригинальные вольвовские стоят $175. Номера запчастей в 4 вариантах заменены на новые. Нашел вот здесь вот за $47 неоригинальные из Великобритании на сайте, на котором есть доставка, $30 стоит, но неизвестно, когда доставят. Уже предлагают оплатить. Как бы есть класс резины 50 и 60. Якобы 50 эквивалентная вольвовским передним, а 60 эквивалентно вольвовским задним. Вот я думаю, две таких заказать или 4 одинаковых. Дилер местный во Флориде говорит, что он может такие найти, но он картинку не предоставит. И возврат у него тогда тоже невозможен. И, наверное, я оплачу тогда этот заказ из Великобритании. Прекрасное утро, я отправил заказ на подушки. Через 3-4 дня мне обещают, что привезут подушки сюда. Я поставлю двигатель и буду его запускать. А сейчас я буду делать люк, палубу, пол для динги, деревяшки и прочее. Отличное утро. Американцы не смогли мне помочь. Они все выставили счета, типа мы вообще умываем руки. И говорят, что $200 вам одна подушечка будет стоить, доставка 3 недели. Британцы помогли. Из Великобритании заказал, из Лондона за фунты. Вот Федор Конюхов пишет там в своем твиттере, что ему этот поход потребовал от него физического и духовного опыта. Духовного. Ну не знаю, я вот не в походе, мне в моей жизни на земле тут ничего не угрожает, но духовный опыт мне тут тоже какой-то требуется, это уж точно. Потому что сейчас я берусь за устранение течи. В прошлый раз, когда я был на воде, медленно сочилась вода. Кингстон, заборник забортной воды для охлаждения сальника вала. Скрутить кран с резьбы без риска повредить лодку не представляется возможным. Я по совету друзей решил заизолировать это место с помощью фибергласовой ткани и смолы. Как все лодки ремонтируются такого типа. Обезжирить ее и очистить я беру стальную щетку, ВДшку, полотенце, ацетон. Стеклопластиковая ткань. Сейчас вырежу из нее полоску, которую намотаю в несколько слоев. А перед тем, как наматывать на эту трубу эту ткань, я смочу ее, соответственно, в смоле. Resin, fiberglass resin. К ней идет отвердитель. Их я размешаю вот в этом вот стаканчике. Просто погружу полоску ткани в этот стаканчик, обмотаю, зафиксирую это вот 2 пластиковыми хомутами. Вот такой вот колхозный ремонт. Опыт на ошибок трудных посмотрим. Так, добавил отвердителя в смолу. На половину такой банки нужно добавлять половину вот такого тюбика отвердителя. Теперь у меня есть 7-12 минут для того, чтобы закрепить ткань, смоченную в смоле, на... Впервые лежу в моторном отсеке. Ну, неплохо. Наматываем. Со смолой это прилипает. Ацетончиком убираем. Все. Немножко топорно, но безопасно для лодки. Как я отдыхаю, как я балую себя в этом во всем царстве ржавых болтов и застарелых резинок.
Я решил пообедать сегодня за 6,95 здесь в Гуатемекс ресторане. Заказал буррито с мясом, просто простое, простейшее буррито. И вот такую вот принес свою воду, и мне поставили стакан со льдом и трубочку. Это очень круто. Да, это ведь потому, что в каждом ресторане в Америке можно заказать воду бесплатно, ее принесут. Я же совсем забыл. Сделал сегодня важный для себя вывод. Сейчас здесь я сам себе и инвестор, и начальник, и исполнитель. И зачастую в моей голове эти роли смешиваются. Я сам начинаю себя требовать исполнения, срочного исполнения всего списка дел, который сам же себе наметил. Потом сам начинаю корить себя за то, что я очень много трачу денег, сам начинаю беспокоиться за то, что они теряются. Потом, как исполнитель, я начинаю себя, опять же, есть за то, что я, типа, недостаточно хорошо работаю, где-то там что-то не делаю, или ленюсь, отдыхаю. В общем, вот это вот постоянные внутренние диалоги между моими внутренними ролями, инвестор, начальник и исполнитель, они изматывают, ведут к тревоге. И тут я задумался, а что если, я перестану этим всем заниматься, как-нибудь тут уже закрою дела и уеду в Москву и вот устроюсь на работу. И я подумал, я тогда себя поставлю на паузу просто. Тогда у меня появится реальный начальник, реальные дела, реальный коллектив. И я как бы переложу ответственность за свою жизнь во многом на другие, на внешние факторы. То есть с меня будут спрашивать, я буду отвечать, я буду исполнителем, например. И я тогда не выполню ту самую работу по поиску себя, которую я здесь делаю. А поиск себя заключается в чем? В том, чтобы наладить отношения деловые для начала с самим собой. Например, есть подушки, которые нужно заказать, и запчасти, которые нужно вернуть. И это проблема. Это то, что меня раздражает, то, что вызывает у меня тревогу. Как же так? Я опять трачу на это лишние сотни долларов. Я опять трачу на это время. Я не должен был этого делать. Но shit happens. Так происходит. Как бы я поступил, если бы у меня был внешний начальник и внешний инвестор, которые бы платили за яхту, за эти подушки, за мое время, а я бы был исполнителем? Я бы сказал, слушайте, начальник, вот тут такая ситуация, так произошло, что shit happens, нужно потратить время на возврат, на покупку, и я буду этим заниматься, я буду тратить свое исполнительское время, и ты мне будешь платить зарплату за это время, потому что это внешние факторы, от меня не зависящие. И тут же я ставлю себя на роль начальника, который слышит эти вполне разумные слова от подчиненного и несет на себе эти риски. Да, я вынужден как начальник разрешить исполнителю потратить на это еще очередные полдня на то, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. Инвестор должен смириться с тем, что он несет расходы. В роли исполнителя, если бы у меня были внешние начальник инвестора, я был бы абсолютно спокоен. А когда я один во всех этих ролях, я не спокоен. Так вот, чтобы вступать в отношения, в рабочие, деловые с другими людьми, мне нужно сначала позволить себе каждый день отталкиваться от происходящих обстоятельств, руководить сам собой и инвестировать самому в себя. Так что это для меня такая хорошая школа, приближенная к реальности в благоприятных погодных условиях, с высокими довольно-таки расходами. А со стороны исполнителя, если посмотреть, у меня есть список дел по лодке, которые я весь хочу сделать. Но это не факт, что он весь должен быть выполнен. Я же в роли начальника не стал бы требовать чтобы они выполнили все, что я задумал, прямо мгновенно, как я от себя сам требую. Сам проект яхты глубоко убыточен, но если он принесет мне понимание, как я сам отношусь к себе, внутри себя в этих ролях, инвестор, начальник, исполнитель, то это серьезная инвестиция в собственное будущее. Вчера ночью 2 раза шел ливень, такой мощный, тропический. А после этого, давай течь на меня, капля за каплей, 2 часа подряд. Я думаю, что ж такое-то? Как может постоянно капать? Уже дождь давно прошел. А вот почему. Вода собралась здесь на верхней поверхности люка, и вот уголочки. Все, оказывается, силиконовая прокладка стекла полностью изжила себя. Вот так вот просто бескомпромиссно его поддеваю. Главное не сломать, конечно. Если сломаю, то все, пизда будет. Не хочу трещин на нем допускать. Трещин быть не должно, конечно. Ножичком вскрою. Опа, вот стекло и отошло. И теперь это все зачистить надо. Силиконовая дрянь. Там все будет сыпаться на кровать. Для растворения остатков силикона на раме рекомендуется использовать ВДшку или алкоголь. Атаковать отверткой или ножом. Будучи один, не снял, как я наносил силикон.
Забыл просто снять. Ну вот у меня нанесено 2 полосы малярной ленты. И я углубил туда силикон и сейчас буду ее снимать. Вчера немножко закупился в Walmart. Это мой комплект для завтрака. Ветчина, Филадельфия двойная по цене одной. Моцарелла вот такая вот довольно натуральная. $4 за фунт. Хорошая. Ну это бейглы, попробую. Это пудинг у меня уже давно стоит. Сливки вместо молока в чай. Ну и яички cage-free типа. Ну и салат айсберг у меня уже был. Масло отличное, Breakstone сливочное. Залил масло в трансмиссию по щупу. Это одна нижняя четверть между двумя рисками. Менял масло в двигателе. Фильтр пока старый, потому что имеющийся фильтр не подошел. Завтра придут подушки. Я надеюсь, что поставлю двигатель обратно. Делаю последнее приготовление к установке двигателя. Сейчас буду менять топливный фильтр. Со стародавних времен у меня лежит здесь топливный фильтр Volvo. Читаю мануал к двигателю о том, что нужно делать перед тем, как оставлять его на воде, на земле на длительное хранение, как его потом запускать. Ну, как запускать-то я, допустим, сделаю. Проверить уровень масла, установить бумажку в прокладку водяной помпы, установить аккумулятор, убрать инжектор, но это с целью того, чтобы очистить масло из цилиндров, которое ранее было залито. Но я его не заливал. Поменять топливный фильтр сейчас буду делать, потом запускаться уже. Но я не сделал вот этого всего. Прогнать через топливную систему масло с топливом, прогнать свежую воду через водяной контур, что-то тут смешать еще, что-то куда-то залить, везде антиржавчина, масло против ржавчины, везде все это нужно было залить, убрать инжектор, залить цилиндры маслом. Я всего этого не сделал перед оставлением двигателя на длительную стоянку 3 года назад. Я ничего этого не сделал. Мне остается только надеяться на то, что двигатель запустится и как-то будет работать. Мне кажется, все будет хорошо. Глядя на это топливо, вот разница между старым и новым. Здесь ремонт идет, ремонт. В принципе, не все так плохо. Есть места, где, в общем-то, порядок. Генератор бензиновый, портативный, развалился вот на части. Так, решил промыть бензобак водой. Боже, сколько же там дерьма. Вот посмотрите на эту ржавчину. Вычищу. А на ночь залью фосфорным раствором. Генератор, наверное, придется выкинуть, потому что резинка в кранике пришла в негодность. Хоть иди деревяшки крась. А какой смысл эти деревяшки красить, если там более важные вещи не получаются? А теперь приступаю к работам по дереву. У меня в кокпите находятся вот такие вот деревянные части, и чтобы их обработать, я использую Wood Bleach. Это хлорка для дерева, это сухой порошок, можно развести его весь на 4 галлона воды, выбелять дерево, вычищать его от мха, коросты и прочего.